Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязания. И сегодня я хотела бы показать вам, как связать такой бактус спицами. С этим узором мы уже вязали палантин. Ссылочка будет под этим видео. Бактус вязать, на мой взгляд, несложно. Так выглядит изнаночная сторона. Связала из пряжи Astoria от Camtex. Мотки по 50 грамм. В 50 граммах 180 метров. По составу 35% шерсть, 65% хлопок. Цвет 403, меланж 4. Голубой с белым. Единственное, эту пряжу я не рекомендую начинающим, так как если где-то ошибетесь, то полотно не получится распустить. Для начинающих лучше брать любую другую, достаточно тонкую, не пушистую пряжу. И вязала спицами 4 миллиметра, 80 сантиметров. Если есть 100-120 сантиметров, еще лучше. По размеру бактус получился у меня 145 на 75 сантиметров. И ушло всего 110 грамм пряжи. И теперь давайте подробно посмотрим, как связать такой бактус. Для удобства начну вязать на прямых спицах. Набираем обычным способом 9 петель. Провязываем все петли лицевые. Поворачиваем. Кромочную провязываю лицевой. И так в каждом ряду кромочную в начале и в конце ряда буду провязывать лицевыми петлями. Следующая петля лицевая. Дальше у нас из 5 петель мы вывязываем 5 петель. Заводим спицу 5 петель. Провязываем за заднюю стенку. Вытягиваем длинную петлю. Накид. Это 2. Снова провязываем. 3. Накид 4. И последний раз провязываем. Это 5. Снимаем петли с левой спицы. Лицевая и кромочная. Кромочную провязываю в каждом ряду лицевой. Поворачиваем вязание. Кромочная. Все петли изнаночные. Кромочная. Поворачиваем. Кромочная. Снова все петли изнаночные. Кромочная. Поворачиваем. Все петли изнаночные. Кромочная. Поворачиваем. Кромочная. 1 лицевая. Теперь из 2 петель вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова из 2 петель вывязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая и кромочная. И у нас теперь была сначала 1 звездочка, теперь мы вывязали 2. То есть идет у нас расширение. Поворачиваем вязание и теперь провязываем 3 ряда изнаночными петлями.
кромочной, лицевой. Провязываем второй изнаночный ряд. Провязываю петли за заднюю стенку сейчас, чтобы в итоге петля не получилась скрещенной. Кромочная. Сейчас у нас лицевая сторона. Поворачиваем. Третий изнаночный ряд. Поворачиваем. Теперь вывязываем следующий ряд звездочек. Теперь у нас будет 3 звездочки. Кромочная, 1 лицевая. Из 2 петель вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Между звездочками всегда будет 1 лицевая петля. Здесь посередине 2 звездочка. Мы вывязываем 5 петель из 5. Заводим спицу в 5 петель. Провязываем за заднюю стенку. Накид. Снова провязываем это 3. Накид 4. И провязываем 5. Лицевая. И в конце ряда из 2 вывязываем 5 петель. 3, 4, 5. Лицевая. Кромочная. То есть в ряду, где мы вывязываем звездочки, всегда будет в начале кромочная, потом лицевая. И в конце ряда лицевая, кромочная. Поворачиваем вязание. И снова у нас 3 ряда изнаночными петлями. Один провязали. И вяжем еще 2. Я провязала следующие 2 ряда изнаночными. И теперь в этом ряду мы вяжем следующий ряд из звездочек. То есть сначала у нас 1 звездочка была, потом 2, 3 и сейчас будет 4. Кромочная, лицевая. Из 2 петель вывязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Лицевая петля всегда между звездочками. Следующую вывязываем 5 из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова 5 из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. И из 2 5. В конце ряда лицевая и кромочная. И что получается? В ряду, где мы вывязываем звездочки, всегда в начале ряда у нас будет кромочная, лицевая, и вывязываем звездочку 5 из 2. Всегда в начале такого ряда. И в конце ряда мы вывязываем из 2 петель 5, лицевая, кромочная. За счет этого и идет у нас расширение. Все, что в середине, все звездочки,
мы вывязываем 5 из 5 и не забываем между звездочками 1 лицевая. После звездочек у нас идет 3 ряда изнаночными петлями. То есть, в общем-то, ничего сложного. Изнаночная сторона. Поворачиваем и вяжем еще 2 ряда изнаночными петлями. Провязали всего 3 ряда после последних звездочек. И сейчас вяжем следующий ряд со звездочками. Кромочная, как всегда в начале ряда, лицевая. И из 2 петель вывязываем 5 петель. 2, 3, 4, 5. И так всегда в начале ряда, где мы вывязываем звездочки. Между звездочками всегда лицевая петля. Все, что в середине, у нас из 5 вывязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова из 5 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова из 5 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. И в конце ряда, как в начале, из 2 петель вывязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая и кромочная. Поворачиваем вязание. И снова мы вяжем 3 ряда изнаночными петлями. То есть получается у нас чередуется 4 ряда. 1 ряд со звездочками и 3 изнаночных. Теперь вяжем бактус до необходимого размера. Довязали бактус до необходимого размера. И нам остается только закрыть петли. Можно закрывать петли и обычным классическим способом, но свободно, чтобы не стягивался край. Здесь у меня после ряда со звездочками я также провязала 3 ряда изнаночными петлями и буду закрывать петли, но не классическим, а другим способом, которым я довольно часто пользуюсь. Через первую петлю протягиваем следующую, вторую и провязываем. Возвращаем на левую спицу петлю, следующую снова протягиваем и провязываем. Возвращаем, протягиваем, провязываем. И закрываем все петли до конца. Закрыли все петли, спрятали хвостики, и бактус готов. На этом все. Всем спасибо за внимание. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!